Так. Проверяем. Поток идет. Все. Музыку подключаем. Что у нас тут по звукам? Вроде нормально. Не тихо, не громко. Так, сейчас я сделаю последнее приготовление. Блин. Так. Звук убрал, выключить. Надо убрать. Так, сейчас, секунду. Так. Да, проблема, когда нету второго экрана, когда стримишь с ноутбука. Я, чтобы читать чат, открываю все в телефоне дополнительно. В этот раз забыл отрубить звук в телефоне. Так. Вот, теперь все есть. Все отлично. Погнали. Так, ну что ж. Тут еще отключим. Ну что, наконец-то. Хардкор. Начнем за охотника. Так, надо сделать, наверное, сначала все настройки. Это получается здесь вот поставить все вот это вот. Панельки. ДПС метр мне, по-моему, где-то вот так вот стоит. Так. Колчан я всегда ставлю в последний слот. Камень возвращения сюда. Еду, воду подальше. Так. Автоатака в ближнем бою. Я, по-моему, убираю в классике. В классике, к сожалению, дальний бой у охотника не переходит автоматически в ближний бой. Поэтому я вот лук, выстрел точнее, оставляю еще пока на единичке, пока не придумаю что-то конкретнее. Всякие макросы и прочее. Бинды я, наверное, сделаю потом. Так, так. Shadow Melt поставлю на Z. И Raptor Strike пока что на 4. Пока что это все. С обилками. Так. Dungeon Fighter. Я, в общем, думаю насчет Dungeon Fighter. Ну, LFT. Система здесь. Я, наверное, попробую дойти до 60 уровня, даже не ходя в данжи. То есть профы я буду брать алхимия и травничество, наверное. Просто чтобы были дополнительные зелья для всяких случаев. Сначала думал кожевничество, чтобы, ну, не было проблем со шмотом. Потом, ладно, передумал. Нафиг надо. Так, ну БГ точно не понадобится. Поиск БГ тоже в сторону. Так. И... Advanced Options. Значит, Auto Stance мы ставим. Auto Dismount, Cooldown Numbers, Hide Errors. И. Minimap Clock. Вот это вот все ставим. Так. Потом сразу отключаем систему LFT, которая будет спамить мне. Вот так вот. Перестанет мне спамить эту тут хрень насчет того, что сформирована группа какой-то там подземелья. Мне это нафиг не надо. Вроде бы все. Так. Ну что, погнали. Получается, мне надо взять квест у этого чувака, наверное. Хардкор, да. Upon death, your spirit is lost to the twisting nether, unable to ever return to the material plane. Интересно. Объяснение. Did it cost to become mortal?
In this mode you only have one life and can only trade and group up with other mortal players. Понял. То есть торговать и в группы можно только с хардкорщиками. Угу. А вот насчет аукциона интересно, как он будет работать или нет, потому что там все-таки товары, наверное... Ну ладно. Наверняка он тоже недоступен. Торговаться можно, наверное, только между вот хардкорщиками. Ну что ж. Так. Теперь, получается, меня автоматически перекинули в другую гильдию. Still Alive. Вот он. Так как изначально, если ты просто заходишь, то ты, получается, в гильдии Newcomers. Новоприбывшие. А теперь, значит, Still Alive. И я смотрю онлайн. Тут, конечно, ну, офигенный. 1105 человек. Найс. Ну что, попробуем? Потихоньку. Так, это ну что? Woodland Protector. Так, откуда у меня отдых? Ну ладно. Да, вот насчет проф еще, может быть, чуть-чуть даже подумаю. Как выбрать, алхимия или кожевничество? Ну, я думаю, если с охотником мне все пойдет плюс-минус нормально. То есть я прям вот без проблем дойду до 10-го, потому что самое опасное это, естественно, с 1 по 10 левел. Так как питомца нет, а без питомца охотник, ну, прям уязвим очень сильно. И вот дальше уже будет проще. Качаться, разумеется, буду в БМ. Прокачивая, то есть, по сути, своего питомца, а не себя. Чтобы он танковал вместо меня. Выполнял грязную работу. Сейчас главное все время помнить то, что у меня лишь одна жизнь. Что кажется, ну взял охотника, вроде как легкий класс. И все такое, но на самом деле, блин, надо помнить. Любая ошибка может стать фатальной. Тем более, учитывая, что я вот случайно недавно видел небольшую подборочку хардкорщиков, как там, как они стримили на Твиче и погибали. И охотники там тоже, кстати, были. Причем это эти популярные стримеры. Правда, там, конечно, глупая ситуация была, когда они там погибали. Там вот тоже на охотнике он прям в пещеру пошел. А вот мне кажется, в пещеры лишний раз в соло лучше не ходить. Это прям вообще будет приговор для охотника. Тем более он там был, если я правильно помню. Тут, кстати, Пэйо был. Требуемый моб, которого надо было завалить. Он был на 2 там или даже на 3 левела выше, чем сам Пэйо и его питомец. Поэтому, ну, по-моему, это было глупо.
Так. Еще один. Поэтому надо как-то вот аккуратненько, скажем так, дойти до 10-го. А там уже не торопиться, прокачая профессию первую помощь обязательно. Ну и да, думаю, наверное, все-таки алхимию. Все-таки там есть зелья, которые будут еще и параллельно пассивно восстанавливать хп. Там чуть что и невидимости, ускорение бега. И что только там не будет. Ну и самые пресловутые фотки тоже на хп, на ману. Хоть они будут выпадать во время прохождения, но если я не буду идти в подземелье, то тогда их будет гораздо меньше падать, потому что я думаю, основная часть зелий падает именно в подземельях. Так, перчаточки. Найс. Я, кстати, обычно, когда лезу на это дерево для того, чтобы обучиться там, затариться способностями для друида или охотника, я всегда спрыгиваю с этого дерева. Там всегда остается там, чуть-чуть там хп, совсем чуть-чуть небольшая полосочка. И вот в этот раз даже не буду прыгать, ну нафиг. Лучше буду спускаться. Потому что я видел столько надписей, как разного левела игроки умирали от natural causes. Поэтому, ну, я, конечно, не знаю, по каким причинам они там все время-то погибали. Можно и утонуть. Можно и от бага тоже помереть. Но лучше не рисковать. Так. Трек Beasts. Ну, ладно. Этот еще трекинг полезный, в принципе, можно поставить. На панельку, а так. Там их будет целый список. Я думаю, они будут бесполезны. Типа элементалей, андедов. Только чисто для квеста, разве что. Фига их тут, конечно. Народу немало. Так, ну резаются они вроде быстро. Нет смысла тут бегать туда-сюда. Это же не знаю. Вон, сразу же новый появляется. Бэм. О, а вот и первая сумочка. ГЦ, ГЦ. Отлично. Я просто еще в начале думал закинуть себе по почте сумки и голды. Но я начал сомневаться, будет ли работать тогда хардкор челлендж. Это во-первых. Ну и во-вторых, не будет тогда хардкора. Если у меня будут там 12 слотки условные уже. И там каких-нибудь 5 голды. Поэтому это как-то нечестно. Ведь основная из проблем начальных игроков в классике это, конечно же, отсутствие сумок. Ну и голда всегда, конечно, извечная проблема.
Там уже у кого как. Кому как удается зафармить. Что, допустим, я вообще фармить не люблю, не умею, ненавижу, грубо говоря. Пробовал как-то на классике, разве что за паладина. Фармить редкие предметы в данже. Ну, плюс-минус как-то удавалось. Я только не помню, как я смог накопить себе на Skull Flame Shield. Так, ладно, пусть она убьет. Я немножечко восстановлюсь. Так, еще за стрелами надо следить. Первое время. 150. Наверное, надо было сразу же купить, пока у меня есть монети. Так, а что, в смысле? Я что, случайно продал? Да, походу. Я, наверное, случайно продал напитки и еду. Надо будет вернуть. Мясо тем более понадобится. Первого питомца я планирую в Тельдрасиле приручить. Прям сразу. Это, наверное, будет сова. А потом тут же перейду, наверное, на кабана. Чтоб не париться с едой. Не знаю, может быть, гляну какой-нибудь гайд или что-нибудь еще. Или кого-нибудь совета спрошу. Насчет лучшего питомца. Так, штанцы есть. Сейчас тогда продам. Это... Траву, думаю, тоже можно продать, пофиг. Странно. Видимо, я не заметил, и похоже, что хардкор челлендж, он удаляет все твои шмотки, которые у тебя есть с самого начала. Видимо, вот то, о чем я и говорил. Как будет работать? Смогу я перекинуть сумки и так далее. Вот, видимо, он все удаляет под ноль. Блин, прикольно. Я не знал этого. То-то я думаю, как я мог продать воду. Так, стрелы есть. Да, были бы деньги, конечно, сразу лук купил, чтобы не париться. Так, ну ладно. Что у нас там дальше? Balance of Nature, наверное, сделаю лучше сначала. Буду, наверное, разве что торговать с другими игроками. А так в данжен, наверное, не пойду. Как-то уж не хочу рисковать. И
Прям перед носом появился. Повезло ему. В принципе, еще кабаны в другом месте спаунятся. Правда, их там совсем мало. Так, быстрее, 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 быстрее. Руби его. А, да. 24-й пришел. Зацените. 24-й. Тут я вообще не понимаю. Локация для первого левела. 1-6. Чуваку просто делать нечего, я не знаю. Вот зачем? Это уже, кстати, не первый случай. Так, это надо передвинуть, чтобы не мешало. Так, что у нас тут из лута? Мясо немного набили. Ладно. Что у нас тут по паукам? Нету. Ладно. Сдадим тогда только один квест. Так, ну что, идем обратно, сдаем, потом будем собирать ресурсы на противоядие. Я думаю, в этот раз я его немного иначе сделаю. Прямо вот сразу. Может быть, даже сейчас. Лучше. Посмотрим, как я удачно справлюсь с пауком этим. Тут ладно, тут у меня крит получился. Хотя он тоже критом меня ударил. Немало так мусора падает у него. И вот еще в чем прикол. Я вот не знаю, как будут работать палатки. Тут же это вот новая профессия survival. Палатка дает бонусный отдых. Если поставить под палаткой. Причем быстро накапливает этот бонус отдыха. То есть, если он есть, то, ну, наверное, постараюсь его не использовать тоже. Чтобы как минимум как можно меньше поблажек было. Так, ладно. Сейчас 4-й апнем. Сдадим тот квест, продадим мусор, пойдем к тренеру. Ремень. Так, продаем мусор. Чинимся. О, по сути, я могу сейчас лук купить. Нет. Тогда я без обилок останусь. Надо будет в каком-то моменте просто пофармить именно крипов.
продать, у них много мусора, чтобы деньги были. Тогда я куплю себе оружие. Так, странно, я ожидал, что способности будут дороже. Ну ладно. Так, ладно. Раптор Страйк перекинем на 4 все-таки. Хотя потом в идеале надо быть, наверное, вообще на 5. Так, аспект обезьяны, наверное, на SF поставлю. Так. Грибочки собираем. Сколько раз я тут уже стартовал с 1-го левела за ночного эльфа. Ни разу не видел, чтобы тут был сундук. То есть, я так понимаю, вот настолько большая конкуренция. А вот в человеческих локациях, там вот, в Wolven Forest, там были. Правда, по-моему, это было только в этом вот, в первом руднике, который возле Золотоземья находится. По-моему, там я залутал что-то. Или даже 2 целых сундука. В разное время только. Из-за разных персонажей. Так, ладно. Тут надо посмотреть грибы. Насколько я помню, тут сундука нет. Он вот вроде бы только вот возле того лагеря. По-моему, еще в пещере бывает. Но я его там вообще редко видел. За всю жизнь. Так, ну и тут возьмем. Насчет этого квеста черепахи, не знаю, посмотрим, кстати. Считаю, что я на 20-м получу бонус к ускорению бега. Аспект. Там, по-моему, он будет то ли равен, то ли даже лучше. Но чисто квест можно сделать ради экспы. Why not? И с каким-то временем будет удобнее даже, наверное, на черепахе передвигаться. Тем более, все равно в PvE режиме никто меня не дернет из игроков. По крайней мере. Так, и паучка надо завалить одного. Блин. Как же они активно. Столько много игроков. Точно забыл глянуть. Тотальный онлайн. 5000 почти. Это у нас понедельник. Понедельник 3 часа. Ну хотя вроде сегодня всемирный выходной. Так, есть. В принципе, сейчас можно и пофармить второй квест по паукам.
Пресеф. Игрок на 12 левеле. Помер молодым. Лох. На самом деле. Никакой жалости к игрокам, которые умирают раньше 20-го. Причем пофиг, это воин или, я не знаю, какой-нибудь чернокнижник-охотник. Вообще пофиг. Что я думаю, где-то вплоть до 4-го 20-го левела можно спокойно докачаться снова. А вот дальше уже, ну, плюс-минус обидно будет, да. Так. Понятно. Под пивко. Сижу в курсе. Под пивко забрал мой килл. Ну ладно. Заберемся поглубже в пещеру. Офигеть. Она необитаема. В буквальном смысле. Так, ну дальше я не рискну. Мало ли, начнут резаться. Прям за спиной. Понятно. Так, 5 из 10 есть. Ну, давай попробуем в ближнем бою схлестнуться. Кто кого? Ну да, уже опасно становится в ближнем бою драться 1 на 1. Такое себе дело. Лучше произвести хотя бы 2 выстрела. Как успех? А, да? Ты в Lidl ходила? А что еще приобрела? А почему не Саша? Да, да. А это шоколадное молочко было? Было. Взяла? Ты только долго не держи открытым, да? Потому что там шумы. Я боюсь, что микрофон могут попадать. Городские шумы. Там трафик и так далее. Вообще надо было лучше так кверху открыть просто и все. Сегодня первый раз, кстати, начал играть в режиме, о котором я тебе говорил, где только одна жизнь дается. Потихоньку. Посмотрим. Смогу ли я с первой попытки прокачаться до 60-го? Но я взял, на мой взгляд, класс, который самый легкий для прокачки. Это охотник. Потому
То, что ты за него там помираешь постоянно, это, конечно, одно дело. Я-то не такой. Ну, уже 4-й левел. Да. Ну, так потихоньку, помаленьку, по шажочку. Ну. Сегодня 5-й, завтра 10-й, послезавтра 25-й. Через неделю 60-й. Изи. Да. Я буду жить. Не, ну давай так. Я сам сомневаюсь, то, что я с первой попытки дойду до максимального. Ну вот поэтому я и говорю, давай ограничения, до какого уровня я не дойду, по твоему мнению. До 50-го? Окей, но предупреждаю то, что... если что, меня другой игрок не может убить в этом режиме. Если я сам, конечно, не нападу на него. И я в подземелье тоже не пойду. Специально, чтобы не рисковать. Ну, такой уж я. Блин, ВКонтакте. Ну, в смысле, 50-й достаточно высокий, на самом деле. До него еще реально дожить надо. Все сводится к вознаграждению чесать спинку, да? Типа, больше ничего такого нельзя придумать, интересно. Не знаю. Ну, ты же придумал заспорить. Ну, давай на желание просто и все. Типа, вот уже когда спор осуществится, ну, получится результат какой-то, тогда уже просто, типа, кто-то кому-то проиграет любое желание. Ну, в рамках разумного, разумеется. А о последствиях уже там на месте договоримся. Там, допустим, если ту же ставить спинку, то пофиг, там договоримся уже сами. Как долго. Подожди. Что говоришь, сейчас не слышал? Не. Я же не буду там каждый день стримить там и так далее. Я и стримлю не всегда, допустим, условных там 4 часа. Чаще всего я 2,5 стримлю. Это мало. Без временного ограничения. Просто смерть и все. Не шурши, пожалуйста. Ту-ту-ту-ту-ту-туру, ту-ту-ту-ту-ту-туру. А? Нет, это тут другая. Я просто подогнал хороший себе канал, подписался на один канал интересный. Там чувак делает музыку как раз вот для авторов Ютуба, которая без авторского права. Ну, такая, по разным тематикам. Если вот интересно, можешь глянуть. Infraction называется канал. Все, иди. Так, что у нас тут? Я смотрю, активно все-таки ищут группы на подземелья разные. Ну и ладно. Я пока не планирую. Так, ну что? Сейчас, по сути, самая опасная часть в этой локации. Это вот не умереть в пещере в одиночку. Допустим, вот дальше, вот в Доланаре, когда будет цепочка квестов, которая отведет тоже в пещеру.
по квесту Relics of Awakening. Я в соло их делать не буду. Ни в коем случае. Я буду собирать группу из хардкорщиков. Тоже. Так. Пока все нормально. Правда, народа тут не вижу хоть... А, ну там наверху они уже потихоньку путь мне расчистили. Эти пауки уже спавнятся по новой. Вот это вот такая, может быть, неловкая ситуация. Когда ты не знаешь на самом деле какой таймер респауна. Потому что тот же Perfect Quest, он, допустим, показывает то, что вот необходимый моб, вот Gitis The Wild, она респаунится 5 минут. Но на самом деле это не так. Она будет спауниться минуту или две. Потому что я в человеческой локации делал вчера квесты. За другого персонажа там тоже в пещере кобальдов сделали NPC. И по таймеру он тоже якобы ресается 5 минут, там, с половиной или 5:50. А по факту он просто каждую минуту практически спаунился. Я даже из-за этого не стал его прям тегать как можно скорее. Пропустил там первых 3, наверное, игроков. Блин, лута нет, печально. Печально, грустно. Так, лутаем яичко. Так, ладно, пока ресается паук, я зачищу местность. Продезинфицирую, так сказать. Чтобы не рисковать. Да-да! Заходите. О, отлично. Ты когда потом пойдешь из балкона, ты его закрой, пожалуйста, на 45. Доброта правит миром. Так.
Так, у нас тут буквально совсем недавно очередной чувак набил 60-й. Активно так его поздравили, я смотрю. Молодец. Так. Ну что, здесь, получается, мы заканчиваем. Квесты добиваем, потом посмотрим. Может быть, даже сбегаю лишний раз просто так в Златоземье, чтобы сделать квесты кастомные на шмотки. Будет проще прокачиваться. На 45. На 45 говорю. И шторы, пожалуйста, максимально до конца. Премного благодарен.
Так, ну, в принципе, я смогу чутка подзаработать, когда сделаю квест вот на этих животных. На отстрел. Там, тем более, он мне даст какую-то штуку. 5 штук для дебафа. И она как раз-таки, по-моему, стоит... а, по-моему, одно серебро. Как раз-таки одну серебряную монету. Ну, офигеть. Почему раптор страйки промахиваются и парируются? Стоило мне сюда перейти. Охренеть просто. Так, ладно, включим пока радар. На травы? Чуть что? Если прям перед носом будет, то я возьму. Офигеть. Почти все хп отбирает. Лол. Да, тут лучше не рисковать. Обожду пока ресну. ХП. Еду не хочу пока тратить. Так, клык есть один. Что у меня тут? Паутина есть. Перо одно нужно. Так, тут вроде Бальсова. А вон там реснулся. Пойдем. О, и тигры заодно. Мне, наверное, надо поскорее избавиться от кинжала и обучиться какому-нибудь, не знаю, клинкам или двуручному оружию, чтобы хоть как-то достойно драться в ближнем бою. Так, сейчас у меня будет 6-й. Найс. Так, еще один клык нужен. Там вижу. О, травы вижу. Можно попробовать тоже цепануть. Додж, окей. Так, отлично. Клык есть. Что у нас тут? Пейсблум, да? Ага, там по бокам. Крипы. Но я рискну все равно.
А, ну да, не с первого раза соберу, конечно. Я уже и забыл об этом. То, что с первого раза можно не собрать. Ой, бред, конечно. Такой бред. Так, ладно, этого завалим, чтоб не мешался. В принципе, можно сразу попробовать там сдать квест. До деревушки заброшенной. Если там кто-то есть, то путь, наверное, будет расчищен.
Так. А вот и Сильверлиф. Сильверлиф. Так. Но если тут вот крипов нету, попробую залутать его. Вот он. Отлично. По дороге, может быть, еще чем-то найду. Ну, прям те, которые рядом. Тогда смогу мутить первые зелья. Бюджет только один. Получается, что я могу сделать? Зелье на хп. А вот на хп как раз таки в Золотоземье есть квест. Там можно целых 5 потом срубить их. Шибаян. Мгм. Земляной корень, жаль, его не могу пока собрать. Там, по-моему, нужен навык 25, наверное, какой-нибудь такой. Повыше. Так, Peace Bloom. Где он там? Наверное, далековато. А, вон он. Паук слева, наверное... Наверное, он не заметит меня так далеко. Пофиг, соберу. Главное, чтобы он сюда не шел. Ну, конечно. С первого раза не соберет. Так, есть. Так, ну, наверное, вот первые 2 стака я оставлю у себя в сумке. А вот если будет появляться потом больше у меня, то я их буду скидывать в банк. Пока у меня вот мало места в сумках. Угу. Гном 2-го левела. Причем с PvP режимом. Здесь, в Тельдрасиле. Из Дунмарога бежал. Интересно. В принципе, по идее, можно даже попробовать поделать немного квестов вообще в целом в Золотоземье, а потом сюда вернуться. Что я думаю, в целом Элвинский лес больше подходит для соло-игры. Ну, а может, я просто идиот. Не знаю. Так. The Temple of the Moon. Да, помню этот квест. Берем. Есть возможность сразу берем. Чтобы потом не бегать. Блин, да я богат.
3 серебра. 40 медиков. Наверное, целую сумку могу шестислотку взять. В принципе, даже с помощью алхимии смогу немножко подзаработать или просто помогать ребятам, хардкорщикам. Допустим, пока прокачиваю, то могу бесплатно, допустим, им делать. За их ресурсы, конечно же. А в данжи, кстати, по идее могу сходить, только если мне прям по левелу будет большая разница. Это тоже еще пока под вопросом. Так, все тут у нас есть. Так, ну что, чуть-чуть полетаем. Благо, первая полетка всегда открыта. В зависимости от расы. Вот, правда, интересно, у всех ли так? По-моему, только у эльфов. Я вот не помню, какие бонусы от рыбалки в классике. Помимо, естественно, улова самого съедобного. Если какие-то вещи, там шмотки или что-то типа того. Как там все это? Хотя, стоит ли столько времени тратить на все это, на рыбалку, на вот, на кукинг, вот я точно не буду. Думаю, без того хватает. Первая помощь есть, и все нормально.
Аристотелес. Ага. Аристотель. Так, ну что, ждем корабль. К счастью, он сразу же напрямик в Штормград ведет. А так, конечно, если бы как и в оригинале, тут было без вариантов. Я бы не пошел. Потому что прожить на 6-м левеле и пробежать из гавани Менесилов и выжить через всю локацию, это нереально. Там всегда рано или поздно зацепит либо кроколиск какой-нибудь в болоте, либо какой-нибудь орк. Они там тоже ближе к концу локации стоят в горах. Так, ну-ка. О, сюда плюс 200. Пока вот играл. 1,5 часа играл, вот плюс 200 человек добавилось. 5000 сейчас играет. О, так оказывается, тот, который дошел до 60-го, это был воин. Офигеть. Я тут смотрю, тут целых 4 воина онлайн сейчас. Хардкорчика. Фига себе. Что у нас тут еще? Хант. Хант, воин, прист. Варлок, разбойник. И еще один хант. На 59-м тут целых 3 персонажа. Друид, прист, паладин. На 58-м тоже 3 чувака. На 57-м больше. 5? Да, 5. Угу. Интересно. Ну, пока все гладко идет. Сейчас, я думаю, самые главные, наверное, враги хардкора. Для меня это, наверное, будут лаги, дисконнекты и прочее. Пока что, я так думаю. Я стараюсь довольно аккуратно играть. О, наглядный пример. 37 левел. Natural Causes. Вот так вот. Эйр. Игрок под ником Эйр. Ну вот. И что с ним произошло? Так, тут вроде в Штормграде несколько квестов, где нужно просто поговорить.
Да. Так, надо поставить точку полета. Кажется, этот охотник тоже смекнул. И идет, наверное, делать квесты в Златоземье. А что это за квест интересный? Stormwind Library 1.1. Стоит ли его брать? Считаю, что он только для первого левела. Что-то мне подсказывает, что его просто тупо там не будет. А это мне просто Perfect Quest так показывает. И тем более я даже пошел неправильно. Это же библиотека опять. Я опять подумал, то, что нужно было идти в квартал дворфов. А надо было идти в крепость. Newcomers chat is English only. Но я же сейчас still alive. Вот она, правильная информация. Так. Понял. Блин. Ой-ой. Сейчас бы я был в бою. Нет, спасибо, не надо. Блин. Давай, давай, давай. Найс. И так действительно, если бы он их еще не ударил бы, я бы их переагрил на себя издалека. Так, ну вот здесь вот я точно сделал квест, я помню. Тут бутылку вина я получу еще. Чуть-чуть опыта. И тут чисто вот так вот просто побегать, поговорить там туда-сюда. Вот это я помню.
Так. Получается, это вот надо тут поговорить с этим чуваком. Ренато Галлино. Так, один есть. Потом, по-моему, здесь. Да. Вот. Теперь сюда. Так. Package for Турман. Это нам куда? Квартал магов. Хорошо, тогда сначала я возьму бутылку вина. Ух ты, я еще и копеечки получаю. Вот так вот. Неплохо. Сейчас еще и 7-й апну. Ну, точнее, скоро. Вряд ли, наверное, за эти прям мини-квесты. Ну, хотя кто знает. Так, и теперь, по-моему, не сюда, а вот тут вот наверху за углом. Тоже ткацкий магазинчик, там, по-моему, только эти продавцы там шапок. Или что-то типа того еще там. Larsen Clothers. Что у нас тут? В общем, ладно. Так, ну вот, сдали чуть-чуть, осталось до 7-го левела. Неплохо. Сейчас, наверное, пока добегу. Золотоземье, может быть, и апну. Так, точно, вспомнил. Надо полетку открыть. Так, ну вот, все дела вроде сделал. Был бы еще баф Аниксии, а то я смотрю, тут у стражников он есть, видимо, не так давно его бафнули. В пределах 2 часов. Было бы вообще отлично. В ближнем бою очень пригодился бы баф Аниксии. Ну ладно. Так, теперь главная причина, по которой я пришел сюда. Это кастомные квесты. А так, в принципе, по идее, я могу и тут чисто чуть-чуть так покачаться. Не знаю, ну где-то до левела 8. И вернуться. Чтобы смог благополучно продолжать. Уже в Тельдрасиле. Still alive.
Да. Только что мимо пробежал, вот получил эффект отдыха. Палатки все-таки работают. Ну, постараюсь не использовать их. Сейчас просто вот мимо пробежал, но заодно узнал. Бонус дает или нет. Так, тут аккуратно. Бандито. Guardian Blade. Такая фигня. Кому он нужен? Армсу? Не знаю, может быть. Так, ладно. Вот тут туда зелени. Delicious Pumpkin Pie. Это получается, нам надо будет собрать эти пампкины. Вот там, правда, гнолы. Какого высокого левела. 8 потерявшихся овец. Вот тот самый квест, по-моему. Так. Fargo Deep Mine берем. Вот тут, по-моему, квест тоже дается и вознаграждение сумка. Я бы его тоже взял. Так, ну, наверное, на кобальдов можно взять. Эти 3 квеста. Так вот. И сделаю их. По дороге этих пособираю. Овец. Буду спасать тоже. Ну, в принципе, можно взять и ошибать. Вот на это вот. На Грифона. Так, обходим палатку. Так, обычно там возле пня есть сундук. Его сторожат бандиты. Но, видимо, не в этот раз. О! Отлично. Еще одна сумочка. Разбойник. Так. Так, надеюсь, он не согрится. Отлично.
Кобальт не сагрился. В принципе, не должен. Он все-таки гуманоид. Угу. Второй кабан, ничего не падает. Блин, забыл. Отъестся. Ну, пока еще вроде нормально. Так. Прицел поставлен на другую кнопку, чтобы всегда сначала ставить прицел. А то забываю. Так. Тут у нас вообще какие квесты? Поговорить с Билли. Бить принцессу. Ну, на принцессу не пойду. Bring back. Вот он. Вот оно. Вот же он. Тот самый квест, который я должен был взять, по сути. Так. Окей. Вот еще одного кабана. Есть. Мясо есть. Сыр покупается в таверне. И косточка лутается. Блин, а овец вообще, кстати, не вижу. Только там вот, где я шел. Из Штормграда. Была овечка. А сейчас что-то не вижу. Так, ладно, продадим мусор. Алкоголь продадим. Ну, яблоко тоже, в принципе. Пока место занимает лишнее. Не буду. Не буду коллекционировать яблоки. Так. Ага. Ну, давай. Еще мягко соберем. Вот, наверное, вот эти вот первые квесты я сделаю. Вот. Цепочку Билли Маклура тоже сделаю. Насчет вот любовного письма, вот, не знаю. Стану ли до конца делать. Наверное, сделаю. Почему нет? А все-таки колечко, может быть, выпасть с мурлоков. Точно, я вспомнил. Тогда я, наверное, даже пофармлю специально, если я не смогу сразу выбить колечко это. Угу. Найс.
Ну, прям в тему мелодия. Тема Джираи. Лучший персонаж Наруто. О! Блин, кабаны какие-то вообще. Имба. Блять. Пока ставил метку. Да, по-моему, с кабана я залутал вторую сумку. Так, сколько тут? Надо было вообще. 5 и 4, 9. Мало. Надо еще один кусок мяса. Во, ништяк. О, овечка. Надо ее спасти. Я уже бегу. Привет, привет. Ну я пока 7 левел, особо ничего такого еще не могу сказать. Чувствуется, правда, чуть-чуть так. Что-то типа напряжения. То, что нужно быть аккуратным. С 1 по 10 левел самый тяжелый для охотника, я бы сказал. Потому что питомца нет. Рассчитываешь только на себя в ближнем бою. Ты почти как воин. То есть, если ты прям стартуешь бой с ближнего боя, а не вот из выстрелов, не с выстрелов, то, ну, тяжеловато. Как минимум до пол хп. Я уже пару раз скатывался. А так, я думаю, все пойдет вот 10+, там будет проще и интереснее. Да, кстати, ну, конечно, как же без этих, без дурацких промахов, парирований и прочей фигни, когда ты сражаешься с условным пауком. Дважды подряд тут было Раптор Страйком этим. Дважды паук парировал. Вот это вот, конечно, блин, логика классики. Такая логичная, что просто хочется выйти из чата. Насчет пэта я, кстати, еще думаю. Так как я не специалист по охотникам, и тут все-таки нужно помнить то, что это ПВЕ, по сути. Полный ПВЕ. В данжи я ходить не планирую. То есть я хочу только в открытом мире качаться. Обычно я беру кабана. Просто потому, что у него этот рывок, он прям сразу наносит много урона. И плюс не надо будет сильно тратиться на еду. Он будет кушать все подряд. Поэтому первый выбор у меня, конечно, кабан. Второй — сова. Не помню почему. А так, конечно, я любил всегда кошек брать. Поэтому не знаю, может быть, будут какие-то советы? Какого питомца лучше взять? А так, да, изначально, наверное, все-таки я вот подумал кабана. Это чисто выгодно для меня. С точки зрения экономии ресурсов. Ну и плюс обилки, плюс-минус, они такие нормальные. Что у него там, по-моему, укус есть. Рывок. И что-то еще, наверное, должно быть по-любому. Так. Что я тут взял? Gold Tooth. Окей.
Это у меня есть. Так, вот еще овечка. Я тут, кстати, пока играл, нашел на сервере, как говорится, не баг, а фича. Вот тут же вот возле Золотоземья есть несколько кастомных квестов, вот включая вот этот, который я сейчас делаю, по поиску потерявшихся овец. И за один из этих квестов ты получаешь вознаграждение, нагрудник зеленого качества из ткани, который дает плюс 5 к выносливости. То есть это 50 хп по факту. И я заметил то, что тот же самый нагрудник, он оказывается кастомный. Это не ванильная шмотка, а кастомная. Ее может сделать еще и тот, который тканью занимается. Качество. И прикол в том, то, что у этой шмотки нет ограничения по уровню. То есть там не написано, какого левела ты должен быть. Потому что эта шмотка изначально, видимо, появилась как вознаграждение за квест. А там никогда не пишут, какой тебе левел нужен. И по сути я сшил себе нагрудник, там, предыдущему персонажу, с первого левела начал приста качать. И отправил ему по почте. Получается, с первого левела можно носить. Прикольно. Не знаю, это баг такой или что это. Так, что у нас тут? Да, я тоже хотел кабана предложить, а так тигр как вариант, много урона. А, по-моему, по урону кошачьи они, да? Они прям топ-дамаг. Я помню то, что там, там какая-то таблица, я не помню где, есть. И там вот несколько параметров. Кто-то там чуть-чуть больше по урону, сильнее остальных. Кто-то чуть-чуть сильнее по броне. У кого-то там еще что-то. Там чисто такой баланс они интересно сделали. Кошка вроде, да. По-моему, она вот именно по урону больше, но броня у нее хуже. Медведь или черепаха. Медведь, если не ошибаюсь, медведь вроде все ест, так же, как и кабан. Это его плюс. Ну и плюс, естественно, медведь, наверное, логично, он будет очень танковый пет. Так же, как и черепаха. По сути, да, это логично. Кабан либо тигр. Ну, посмотрим. Да, кошки больше всех бьют. У них скорость атаки быстрее... А, еще и у базовых кошек тоже, да? Я просто думал, скорость плюс-минус у всех одинаковая. Ну, там разница небольшая. Ну, кроме вот тех легендарных питомцев, рарников. Допустим, этот... какие там два этих... Лупос и кошка, которая в этих вот... в Badlands находится. Вот за ней все гонятся. Потому что у нее скорость 1 целая. Типа секунда. Так, а что я стою? Что я хотел сделать-то? А, надо в пещеру идти. Ну да, у кабана чардж. Вот это, по сути, из всех способностей она мне больше всех нравится. Если говорить о питомцах вот во время прокачки. То есть он врывается, и он тут же с этим чарджем, у него следующая автоатака, она усиленная. И это особенно проявляется там вот на первых левелах этого кабана. Он там может откусить после этого чарджа прям, ну, такой кусок солидный. У меня просто тут еще охотник есть 22 левела, которого я бросил. Поэтому в этом, да, я убедился. Потому что если брать кабана, это как бы, ну, что-то типа золотой середины. Да, конечно. Оттуда я начну приручать, да. Я вот тут вот, я сюда пришел просто, чтобы сделать эти кастомные квесты и получить сумки и вот ту зеленую шмотку, которая даст плюс 50 хп. Потом я вернусь обратно в Тельдрасил, сделаю квесты. Они у меня сейчас тут есть. Вот они, я их еще не делал.
И там обучусь, естественно, ремеслу приручения. И вернусь обратно сюда, уже в западном краю, приручу кабана. А так, да, я насчет этого в курсе. Там же еще надо будет потом со временем приручать нового кабана в других локациях, чтобы переобучить, так сказать, там новый уровень способности добавить. Ой, если честно, я не знаю, с какого левела. Но после 10-го... О, блин. Бля, воин, серьезно? Просто прошел мимо? Чувак. Так, ну, вроде как... Вроде как против двух еще терпимо. Блин, чутка я пересрал сейчас. Так, ладно. Насчет тут фрост ловушки я не помню. Но ее бы поскорее, кстати, да. Она пригодится. Так. Пошла заруба там. Так, это у нас разбойник. Тоже на хардкоре вроде. Так, ну мне этого тоже чувака надо на восьмой левел. Раз на раз я его, конечно, смогу убить. А если он будет с кем-то? Так, паладин вроде на него еще пришел. Надо мне ему кинуть приглашение. Странно, ушел. Ну ладно. Блин, я не фул хп. Надо поесть. Отлично, еще неровный пол. О, курва. Все, это ГГ, походу. Надо текать. Я не думал, что это будет настолько сложно. Фух, выжил. Блин, надо с кем-то в группе идти. Блин, серьезно? Офигеть. Так, точно, у меня есть еще ткань. Надо сделать бинтов. И вот в обычном режиме, во время вот таких вот квестов просто банально не задумываешься о том, то, что ты можешь умереть. Тут, правда, еще беда, то, что ты охотник. И, как я уже говорил, до 10-го левела это прям пытка. Тем более у меня еще нету замедления. Он с 8-го левела только появится.
Рогина. О, походу, с этим ночным эльфом, кстати, приплыл на корабле. Штормград. Тут тоже прокачивается, смотрю. Так, бинты. Бинты на что поставить? Ну, давайте пока на R. Так, отстреливаться будут где-то отсюда. Пусть они там... Так, все, после этого чувака надо просто Серьезно? Вот гандон, а? Теперь будет, конечно, обидно умереть. Так, отлично. Фух. Все, надо валить из этой пещеры. Блин, я аж вспотел, малёх. Мой первый в жизни хардкор челлендж. Я уже потею. Бля. Скорее надо 10-й брать. Блин, там... Туда лучше не пойду. Кобальдов лучше фармить снаружи. Точно так же, кстати, в пещере я смотрел видео. Я не помню, где-то я наткнулся. По-моему, я смотрел Осман наверное. Он смотрел набор. Сборку, точнее. Как эти хардкорщики на классике помирали. И вот там показали, как Пэйо тоже за охотника играл. И он там в пещере тоже за охотника играл. Правда, у него уже был питомец. Кабанчик, по-моему, тоже, кстати. И вот так же помер, по сути. Думаю, пещера это для охотника, это все, это приговор. Но он там еще сам, конечно, сглупил. Пошел на этих чуваков там в пещере на 2, по-моему, левела выше, чем он сам. Так. Баф на спирит. Это можно. Так, что у нас тут остается? Gold Dust. 3 штуки. Candles я собрал. Окей. Давненько сундуков, кстати, не видел нигде на улице. Неужели их так быстро успевают лутать? Кобальтская лопата. А по-моему, двуручная дробящая ханты носить не могут. Продам, наверное, вендору тогда. 47 копер.
Да, продам просто вендору и все. Так, тут где-то была овца. Или мне показалось? Видимо, ее уже цепанули. Ладно. Так, любовное письмо тоже, по сути, можно сейчас дать. Да, и овец быстро лутают. Как-то население сейчас стабильно вот онлайн на сервере. Не менее 4К. Сейчас вот 5300. Раньше-то хотя бы была разница. Утром зайдешь, ну где-то 2 с чем-то играет. 2 с чем-то, 3. Где-то так. А сейчас вот прям стабильно такое ощущение. Даже в эльфийской локации народу ну, вообще много было. Нетипично много. Так. Голдаст, по-моему, еще одна, да. Одна штука нужна. О, вот она овца. Надо скорее ее взять. Так, отлично. Голдаст есть. Овца у нас предпоследняя. Так, они где-то здесь вроде еще должны быть. Так, ладно. Дождусь, пока она появится там, возле пещеры. Так, отлично. Что у нас тут? Перчатки. Апгрейд.
Так, овечки есть. Все. Все. И все. Так, здесь у нас все сделано. Все, что надо было, по крайней мере. Мгм. Так, ну иду тогда сдавать. Так, если не ошибаюсь, тут какой-то квест мне даст также, по-моему, сумку в 8 слотов. Один квест пока что недоступен. Тоже, по-моему, 8 слотов, наверное, даст. Надеюсь. Вот, у тренера паладинов он, кстати. Да, все еще недоступен. Так, я 8-й левел. И да, тот квест теперь доступен. Отлично. Это мы берем, сдаем. Duty to light. Bring 8 pieces of rockhide boar meat to Eldrin. Ага. 6 слотов сумка. Знаете? Нет, не надо. У меня 6 слотки есть. Я думал 8 будет. Так, тут, по-моему, косточка. Да, вот она. Так, это можно продать, это можно продать. Ну, по сути, все. Пять серебра. Блин, грабеж. А ведь, кстати, я мог купить себе лук. Вместо вот этого дурацкого сыра. Там же есть лук за 11 серебра, по-моему. Так. О, 8-слотка и вот этот нагрудник. Тот самый, про который я говорил. Так. Сумка есть. Эту, наверное, оставлю, чисто в банк вставлю. Так, а этот, по-моему, квест мне даст плащ на целых 17 брони и капюшон. Просто косметика. Так, а это, по-моему, только питомцы. Ну ладно, почему нет? Можно сделать. На обратном пути, правда, потом. Так. Сначала побреем овечку. Ну да, надо к бандитам идти, конечно. Мразь.
Ладно, застрелю-ка этих бандитов. Все равно не 5-го левела. Так, вот. Сейчас по-быстренькому буду. Да иди ты сюда. Фу, что тупое. Издеваешься? 4 раза. Отлично. Теперь в домик врезается. Убежать не может. Стоять. Стоять, говорю. Блин. Как же бесит. Так, 20 есть. Отлично. Сейчас тогда, в принципе, сразу и сдам. Так, что у нас там по стрелам? Слоты еще полные. Нормально. Медленно тратится. Ну, о, капюшончик, плащик есть. Найс. Теперь мурлоков. Причем я их пофармлю специально, чтобы еще достать квест, который у них там колечко выпадает и дает квест. Его там надо в таверне потом сдать, и ты получаешь квест, колечко. Там чисто мелкие статы, но все же первое кольцо. Да, мурлоков, правда, не осталось. Малахит. Ну, продам, если что. Так, а я уже почти 9. Блин, быстро все идет. Я просто думал уже на 8 возвращаться к себе. На эльфийскую родину. Ой, блин, 3 мурлока, нет. Нет, 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 нет. Идите нафиг. Не стукайте. Сейчас, блин. Я у меня лох. Так, это что за трава? Изблум. Можно взять. Если она, правда, сейчас будет. Кто-то побежал уже брать, наверное. Да, думаю, для ближнего боя, наверное, все-таки мне не нужны парные.
Хотя еще подумаю. По крайней мере, пока мне нужно двуручное какое-то оружие. Чтобы в нестандартной ситуации я мог в ближнем бою отоварить противника чисто за несколько автоатак. Давай волчар тоже завалим. Будет первый из 15.
поэтому я и не увижу награду. Так, волков пока не вижу, ладно. Пойдем-ка мы. Если будет расчищена пещера, я ее исследую быстренько. Туда-обратно, так сказать. Постараюсь. Народ туда идет, поэтому, думаю, все будет без проблем. О, сколько он спулил. Паулос. Паулос. Так. Ты куда это, дружок? Ой, нихера себе. Это что за... Что за патрули? Это что такое? Так, ну вот. Отлично, тут они уже расчистили. Тут где-то вот чуть-чуть осталось пройтись. Все. Найс. Так, еще один квест сделан. Ну вот, ништяк. В принципе, я, конечно, ожидал, что будет все чуть-чуть легче. Так как в твоей пещере было пару раз, конечно, моментов опасных. А так, в целом, ну да. Все-таки, думаю, все-таки... Тут куда более безопасно, чем в Тель-Рассиле в соло качаться. До 10-го. Это вот если прямо без группы. А, блин, не тот волк. Это 8-го левела волк. Там надо этих послабее убивать. Перепутал.
Ошибочка. Ну ладно, лишний лут. Место позволяет, лута нет. Благодарю. Так, сейчас тогда мне надо собрать тыковки. Блин, квесты действительно прям вот World of Warcraft напоминаю. Вот прям вообще война войной. Да, 7 тыковок. Надеюсь, что тут вот еще эти вот палаточки, они расчищены. Опа. 10-й левел. А вот это уже серьезно. Так, вот я эти тыковы увижу. Вот, чуваки все отстрелянные. Вот мне надо успеть залутать все. Пока они не появились. Смерть. Что за смерть? Где он? Где-то там далеко. Сейчас вот главное не попасться на спаун этих чуваков. Так, вроде все нормально, да. Еще 3. Так, вон одно возле дерева. Так, и возле руин, возле туалета вижу. Тыковку. Stolen chest. Ага. Requires James Key. Ага. Я не знаю, что это такое. Первый раз вижу. И где квест такой нужен, тоже без понятия. Так, ладно, все. 7 есть. В принципе, могу сразу этот квест сдать, потом просто поговорить с охранником. Дальше я не буду брать. Потому что все квесты я тут не планирую делать. Я вот сейчас вот этот еще доделаю на волков, получается. Delicious Pumpkin Pie сделаю. И все. И тогда убегаю обратно в Тельдрасил. Добиваю 10-й левел. И сделаю цепочку на питомца. Там уже посмотрим, не знаю. По времени. Может быть, на приручении питомца я и остановлюсь на сегодня. А то как-то много времени занимает. Так, сколько тут уже времени? Почти 3 часа уже идет. Так, тут надо аккуратно. Волки и медведи. Везде. Провлер. Тут их логово. Здесь нет. Блин, получается, раз уж я шел к этому охраннику Томасу, то, в принципе, я мог взять квест на принцессу тоже. Но я его как раз вот специально не взял. Ну ладно. Хотя... А если там будут хардкорщики, может быть, получится договориться, чтобы они поделились квестом. Сейчас попробую.
А тут ни одного и нету. Серьезно? Так, это newcomer. Это still alive. Понятно. Отлично. Так. Гридим. Малахит не такая уж и важная хрень. Ну вот. Вот и все. Ну, ГР-то ГР. Это, походу, да, это были русские буквы. Так, отлично, принцессу тоже тогда сделал. Для галочки. Там же еще один квест дается. Отлично, я сейчас получу несколько зеленых шмоток, получается. Перчатки, ремень, потом фонарь, который дается в левую руку. И колечко. 4 шмотки. И это еще не говоря о том, что у меня уже есть нагрудник зеленый. Просто неплохой улов такой, да? В начале игры. И это еще плюс 3 шестислотки и 1 восьмислотка. Вот. Вообще неплохо. Так, точно, надо по дороге волков завалить. Так, ну вот еще 5. Как приятно, когда они зеленые и быстро убиваются. Просто можно по КД их валить. Так, еще 3. По-моему, на том берегу еще были. Поэтому на тот берег. Добью 3. Блин, там многовато. Там логово. Рисковать не буду. Что вот с этого края начну.
В принципе, кстати, могу даже сейчас кому-нибудь толкнуть эту сумку. Я тут как раз вижу, что все слотку продают за 4 серебра. А я могу толкнуть за 3. Мне не жалко. Хотя, может быть, 3,50 лучше даже. Сколько у меня сейчас бабла? 9. Ну да, в принципе, нужно бабло. Так, тут мы сделали. Офигеть, сколько тут трупов. Ладно. Солью просто ее вендру и все. Так, о, голдринг, да, как я и говорил. Выносливость и спирит. +1. Колечко. Так, сейчас мы идем туда сдавать. Ну что, я думаю, может быть и до 10-го дотянем. По квестам. Или... Занять 4 квеста. Не, вряд ли. Опа. Серебролист. Где он? Фак. Пожалуйста, не... Блин. Залутали. Так, бинты на Б. В принципе, логично. Вот. Да, бинты на Б, а вот потки пока что кину на R. Пока нету способности ультимативной. Обычно я ставлю на R ультимативную способность. Ну, как и в мобах. Так, неплохо. Я идиот. Бафнул NPC. Ладно. Ну вот, есть фонарь.
Который, кстати, тоже дает статы. 2 выносливости и интеллект. Как говорится, оружие для охотника. А, точно. На ту ферму надо еще идти. Сдать квест. Так, сундучок не появился? Нет. Обычно он тут стоит где-то. Или вот там, вот возле рудника. Вот как-то вот возле вот этих вот рудников я еще видел сундуки. А так больше нигде. Видимо, их так быстро лутают, что не успеваешь даже увидеть. Причем даже в непопулярных локациях. Так, совсем чуть-чуть осталось до 10-го, отлично. Все-таки успею докачать 10-й и вернуться обратно. Сразу на питомца. И с питомцем уже тогда пойду делать остальные квесты. Тельдрасила. Угу. Так, а девчонки нету. Когда она рисуется? А, сразу. Отлично. Nice. Level 10. Что у нас тут по талантам вообще? Марксманшип. Я смотрю, не так уж и сильно ничего тут они не переделывали. Именно таланты. В мастере, по-моему, вообще даже особо. А, чуть-чуть вроде только. Ладно. While aspect of the hawk or wolf is active, all normal range attack. Melee attacks have... Ага. Increases the health of your pets. Ну, тут лучше... Вот тут вот ладно еще, учитывая то, что тут, по сути, вся ветка посвящена пэту именно. Тут я хотя бы вот тир 1 талант я возьму чисто на себя. Чтобы хоть как-то себя бафнуть. Думаю, это будет вполне справедливо. Так. Что тут еще можно продать? Это все можно продать. Пока что продаем, деньги нужнее. Можно попробовать, пока я тут, сделать квест на дробителя. Правда, он там даст твою палку и нагрудник. Нагрудник 2 выносливости и 1 ловкость. Недостаточно. Палку я не выучил носить, по-моему, да, посох. Не могу еще. Это будет стоить 10 серебряников. Наверное, пока нет смысла. А, тут выбирать надо, блин. Ладно. Ну, перчатки. Получается, перчатки. Так. Shipment to Stormwind. Ладно, полетели. Ну да, тем более, если я обучусь. Мне останется только 7. И там еще мне надо обучить способности. Учитывая то, что я тут с 6-го левела. А тренера охотников здесь нету. Поэтому мне придется там приличное количество способностей еще выучить.
Пока что продержу обучение оружию. По крайней мере, пока это не станет выгодно. Так, тут ну что самое дорогое? Зелье. Сила мне не нужна. Так что продаем. Малахит. В принципе, тоже продаем. Нафиг он мне тоже нужен. Не из тех это вещей, что можно закинуть куда-нибудь на распродажу. А, и мясо это тоже можно продать. А хотя... Не, мясо пока оставлю. Буду кормить питомца. Так, ну вот бинты я сделал. Ну что, погнали тогда в Тельдрасил. Да, все. Тут у нас... Угу. Что по стрелам? Какие там стрелы следующие? С какого левела? А, с 10-го. Ишь. Как получается. Так, ну сначала я обучу способности. Ё-моё. Как это все дорого вышло мне. Да, надо будет потом быть избирательным в способностях. Так, ну вроде все. И получается, что у меня 4 серебра только. Сколько стрел тут смогу купить? Одно серебро, два серебра, 3. Угу. Ну пока это особо не требуется. Я могу разве что вот так вот пустое пространство заполнить ими. А дальше будет видно. Так. Первое, значит, надо приручить паука, по-моему, да. И я
Совы, кстати, нет никакой способности. По крайней мере, тут. Но должна быть. По-моему, то ли крик, то ли что-то вроде того. Так, ну, стражница. Понятно. В этот раз пофиг. Так, ну вот пора тогда сдать квест. Теперь его... Дарнаси, да. И все. Там закончу тогда. Подберу там последние квесты, которые там есть в начале города. Они просто открываются с 10-го левела. Найти Вишес. Я знаю, где это. Это по дороге в данж. В Альтарахских горах, там, под горами. Дому этих чуваков, которые являются родственниками по лору одного из боссов в Алом Ордене. В первом данже. Тот, который пытками занимается. Это же они, семья Вишес. И в домике там живут, по-моему, 2 элитника. Родители, наверное, его, я так понимаю. И вот сделали кастомные квесты, которые предполагают их убийство. По-моему, то ли убийство, то ли просто там что-то залутать у них в доме. Не помню. Мне как-то довелось один раз это сделать. Скарлет в центре. Опять Алый Орден. Так, это что, те два чувака? Да. Тех, что я видел еще в начале стрима. Когда выходил из стартовой, самой стартовой локации эльфов. Они тоже бежали. На АФК режиме. Тайни Рустер, монстр как? Ага. Интересно, это один и тот же игрок? Или нет? Так, ну вот здесь мы берем квест. Сделаю я уже его потом. Там всего лишь нужно туда-сюда побегать, поговорить. Тут, по сути, аналогия. Аналог тому же квесту, который дается в Вестфоле, в самой башне внутри. Так, что это у нас? А, это уже это не то. Ну, вот здесь сейчас дадим.
Да, частенько, смотрю, тут помирают игроки. Интересно, какая статистика.